Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге декабря. Вот давайте мы узнаем, чем начнется или с чего начнется месяц декабрь, последний месяц уходящего года. И через 2 недели, почти через 2 недели, 12 числа у нас будет новолуние в Стрельце. И Стрелец – это всегда позитивная энергия. Это вот где-то 11, 12, 13. Мы словно будем избавляться от пессимизма и какого-то ментального мусора, потому что это больше побуждающих сил, когда мы хотим уже сосредоточиться на своих желаниях. И больше вдохновения, хорошего настроения. Но тут еще, соответственно, и праздники. Одно другое добавляет. Но, может быть, есть какие-то задачи, которые стоят на начало месяца. Вот давайте эти самые задачи попробуем рассмотреть. Чего это будет касаться? Начнем с того, что достанем, знаете, 2 карты. Что придет, что уйдет, спросим в целом. И дальше 3 карты, как 3 главных события декабря, начало декабря. Итак, что придет? А что уйдет? 3 главных события. Может быть, событие одно. А может быть, они взаимосвязаны. Давайте будем смотреть. Итак, давайте узнаем, что придет. Денежные вопросы или вопросы, касаемые вашего благополучия. Вообще 6 пентаклей, знаете, как может еще иногда рассматриваться как помощь высших сил. Как будто с вами, правда, Вселенная заодно и помогает. Есть такой момент, когда складывается удачно, как переговоры, как ваши какие-то планы, что придет. И приходят, может быть, конкретно деньги, все-таки 6 пентаклей. Карта говорит, кстати, деньги не тратим. Я надеюсь, видно, словно руки тянутся к этим самым деньгам. В долг мы не даем по этой карте. Нам говорит карта, рука дающего завтра может превратиться в руку просящего, или долг нам быстро не отдадут, или, мои дорогие овны, какие-то вопросы, связанные с вашими амбициями, но здесь, повторюсь, все в плюс. Будь то личная жизнь, вот что придет, да, благополучие, какое-то изобилие, уверенность. Если мы говорим про ваши сферы достижений, то когда тоже каким-то образом на начало декабря удачно складываются события для вас в целом, приходит само по себе, может быть, это будет как первый звоночек, что я что-то сделал правильно, и мне хочется продолжать или развивать какое-то дело. Может быть, это ваш бизнес, может быть, какая-то идея, которая еще окончательно где-то не оформилась, и вы будете искать информацию, как обустроить это дело. Тут тоже может быть. Чего бы карта ни касалась, карта, повторюсь, как раз больше позитивная, да, она говорит о благополучии, материализме каком-то. Наверное, как ни крути, материализм – это критерий всех наших дел. И здесь все со знаком плюс, если мы говорим, что придет. Уверенность придет, какое-то дело у вас получится, деньги получите. А что уйдет? А ожидание какое-то. По 7 пентаклей ожидание денег. И тот, кто из вас длительное время ожидал, может быть, деньги задерживались, вот уже как будто в первой половине декабря вы их можете получить. Или словно лед тронулся, может быть, какой-то документ уже не получалось подписать, оформить. Вот здесь к нам приходят возможности. С другой стороны, что уйдет? Может быть, неуверенность где-то уйдет. Хотя сама-то по себе 7 пентаклей, она тоже говорит о получении денег на последующий период. Может быть, окончательный какой-то вы примете как окончательное решение. Я не хочу больше ожидать чего-либо. Вам, может быть, захочется в чем-то внести ясность для того, чтобы в последующем уже с 12 где-то декабря более уверенно строить планы на будущее. Давайте мы посмотрим 3 события. Первое, правда, сами по себе 3 жезлов – это планы, это карта прогресса. Но это мы еще не действуем, это мы прицеливаемся. И человек, вроде он повернулся спиной к какой-то реальности, но еще пока он не запрыгнул на корабль. Может быть, за этим кораблем еще и другие есть, то есть есть выбор, есть варианты, но это когда все под контролем. Вот сильная позиция, нам уже об этом сказали не раз. На начало декабря, мои дорогие овны, чтобы вы тут себе не напланировали, главное просчитать, тезис-план создать, что зачем. Может быть, 2 пентаклей придется где-то, или с одной стороны это как совет по деньгам,
особо деньги не тратим. И правда, мои дорогие, позитивная энергия, новолуние в Стрельце, и мы говорим про оптимизм, вдохновение, такой более оптимистичный настрой на вторую половину декабря, но 13 числа у нас, увы, Меркурий ретроградный, и могут быть в последующем. Например, если деньги еще у вас поступали или вы ожидали поступления конца декабря, тут может что-то затянуться, поэтому, может быть, нам карта говорит, и так вот рассчитай. С другой стороны, двойка пентаклей, есть карта выбора, может быть, дополняет, что выбор нужно какой-то однозначно вам сделать, и вот это самое событие, если мы рассматриваем, то либо вы получите какую-то информацию, либо возможности, предложения, или это ваши ориентиры по построению дальнейшей карьеры. У кого-то переезд, у кого-то может быть связанный буквально обмен недвижимости, все же тут по-разному, но реализация этого проекта определенно у вас получится. Но, видимо, может быть, надо договариваться, и где-то, ну, пока еще... Знаете, реванш не брать. Вот с места в карьер точно мы как будто не бросаемся. Давайте мы вот эту немножко раскроем карту. Или первое событие, чего оно касается. Давайте мы, конечно, у каждого по-своему. Какая-то ваша задумка. Мы достанем карту, чем дело кончится. Если у вас есть в плане переезд, или смена работы, смена вообще вашей деятельности, или у кого-то это отчасти может касаться, ну и как бы сопряжено еще и с личной жизнью, может быть, тот самый переезд, когда вы ищете и работу в новой местности, и жилье вам нужно поменять, и вообще свою жизнь обустроить. Так вот, чем это дело кончится? Ваш план, мои дорогие овны. Ну вот еще одна карта, которая говорит об ожидании, как будто до конца декабря или до середины точно декабря, ну я могу предположить и, наверное, до конца месяца, может быть, это то, что вы будете определитесь с чем-то, и уже это тот план, который будет действовать в 2024 году. Но здесь есть определенное ожидание. И у кого-то, правда, вопросы личной жизни, чем дело кончится, но оно как будто еще пока не кончится. Давайте тогда мы спросим, чем сердце успокоится? Предложение, у кого-то предложение руки и сердца, признание в любви, прекрасное настроение, это всегда рыцарь кубков. Нам, кстати, по этой карте говорят, ты далеко не забегай, учись радоваться этому моменту. Как подарки могут быть, предложения какие-то, может быть, куда-то отправиться, какие-то путешествия, да, само по себе путешествие может быть на новогодние праздники, на Рождество. Вот что-то такое тут, знаете, с положительной энергией, которая для вас будет означать, знаете, как приток новых сил, более оптимистичный взгляд, уже как будто... Я в декабре могу себе что-то либо организовать, запланировать, или сама по себе приятная поездка, мы всегда из любого путешествия возвращаемся другие. И каким-то образом на будущее, потому что прогресс все-таки, любая поездка или любое путешествие как будто привнесет вам новые силы. Давайте мы посмотрим. Если мы говорим, чем дело кончится, чем сердце успокоится, давайте карта совет, как видят карты. Ну, правда, какое-то новое начинание. Значит, что-то вы будете менять. Может быть, вот это самая отправка. И у кого-то смена работы, смена сферы деятельности. У кого-то это будет все-таки касаться отношений. И даже если вы в паре, мои дорогие, вы могли вполне вероятно со своим как будто партнером все равно, но обновление может быть вашей любовной истории. А у нас 4 декабря Венера в знаке зодиака Скорпион. И это первая еще неделя декабря. И мы можем проговорить какие-то очень важные темы, которые прежде, может быть, не решались озвучить. Сами сидели, додумывали, гадали где-то, да, в мыслях, ненужную философию устраивали. А здесь идеальное время, первой недели декабря, как раз разобраться с тем, что прежде нас тревожило, в спокойном каком-то режиме проговорить или задать интересующие вас вопросы. Это все способствует откровению и искренности ваших отношений. Поэтому у каждого по-своему проиграется нулевой аркан, но рассчитываем мы здесь сами на себя. Если, правда, это будет касаться ваших каких-то перспективных, амбициозных планов, значит, должен быть, первое, исключен риск, второе, держим руку на пульсе, то есть нет мелочей, нужно все подмечать. И
Эта карта, она мне всегда слова Эйнштейна напоминает. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. И здесь у нас действительно такой гений изображен, который жонглирует всем зодиаком. Какие-то новые возможности, мои дорогие, у вас точно будут уже вырисовываться на начало декабря. Давайте второе событие. Как я буду зарабатывать деньги? Хотя у кого-то вопросы, связанные с детьми, обучением, может быть, детей. Или, опять же, это всегда марафонский забег, или для кого-то из вас может быть и сфера отношений с человеком, который отчасти моложе вас, может быть. Или эти отношения, они начались, может быть, с дружбы, или есть какой-то проект, может быть, бизнес-проект, или с коллегами по работе, руководитель, может быть, тоже моложе вас, и какая-то вам идея, вы ее будете словно, ну, пытаться продвинуть, или что-то вы захотите осуществить. Есть, опять же, элемент обновления, или как ко мне приходят деньги. Деньги абсолютно точно, как будто по пажу Пентаклей они к нам придут, и нам уже об этом сказали, но больше нас словно карта разворачивает на вторую половину декабря, и с чем-то не должны просчитаться, понимаете, чтобы не было к концу месяца, точнее не совпала какая-то задержка с тем, что и деньги у нас как-то так рассеялись за первую половину месяца, потому что много вдохновения будет, много желаний каких-то. Давайте мы посмотрим. Финансовые, получаются, вопросы. Чем дело кончится, хотя нам уже сказали, или новые начинания. Кто-то может из вас, буквально у нас выпадает король мечей. Это часто, знаете, карта людей, которые как узкие специалисты проходят. Или это представители законной власти могут быть, или юристы, адвокаты. И тут у каждого по-своему. У кого-то это может быть, когда вы будете уделять внимание собственному здоровью. Отчасти так тоже может проиграться. Когда я хочу о себе знать что-то наверняка. Пройти обследование, например. У кого-то может быть и стоматолог. Здесь нет какой-то критической ситуации. Нам как раз об этом не говорят. Что мы что-то, скорее всего, узнаем. Либо обратимся к узкому специалисту, как врачи проходят, я сказала, да, юристы. Это могут быть какие-то согласования по части с банками, по части денег, финансов. Такое тоже может пройти по королю мечей. Чем дело кончится, действительно кончится. Какой-то результат вы получите. Но здесь, знаете, такая беспристрастная больше энергия, которая будет требовать от вас рационализма в решении дела, работа, бизнес или финансы. Об этом нам говорят. Чем сердце успокоится? Первая половина декабря. Тут словно вам что-то по судьбе. Посмотрите, Верховный Жрец. У кого-то ведь это статусная карта тоже, правда? Можно получить должность или начать какое-то новое дело, которое будет как раз означать далекую перспективу. И эти перспективы раскроются полностью в 2024 году. У кого-то может проиграться в личной жизни. По карте Иерофант или Верховный Жрец у нас часто проходит бракосочетание или венчание, или все, что связано с традициями. Может быть, ну, что-то тут у вас такое серьезное, как согласование высоких инстанций с учетом короля мечей, или какой-то итог, может быть, вы получите. Может быть, для кого-то из вас, если были, правда, вопросы в суде, вполне вероятно, ваша вот история слушаний долгих может тоже завершиться. Вот как раз семерка пентаклей. Давайте мы достанем карту совет. Ну, чего бы дело ни касалось, даже если новые начинания какие-то, посмотрите, десятка кубков, когда вы в последующем словно будете счастливы, довольны, изобилие, правда, процветание. Будьте внимательны к своим мыслям. То, что нам может казаться в этот период незначительным, вот паж Пентаклей, ведь это не крупная карта, но эта карта всегда перспективы и прогресса. У вас два, по сути дела, прогресса. Все то, что будет, может быть, происходить в начале декабря, будьте внимательны. Это будет означать, ну, для вас какие-то новые возможности в 2024 году. Причем как совершенно новые возможности. Для себя самого новый статус, как себе организовать на работе, если вы делаете, предположим, строите карьеру. Или это будет касаться личной жизни у кого-то. Или мы будем говорить, кто-то из вас, может быть, пишет книгу или делает какую-то работу, может быть, научный труд. И тоже вот ваше
признание, мои дорогие, Овны в 2024 году, и словно это по судьбе. И вот она, карта счастья, и это десятка получения итогов. То есть карта совет. Ты даже если что-то в начале, как будто в самом начале ты находишься какого-то пути, или ты сейчас согласовываешь какие-то вопросы в высоких инстанциях, в банках, опять повторяюсь, да, или с узкими специалистами, словно ты должен вот ступенчатость эту пройти, и дальше перед тобой что-то более понятно будет. Либо это как согласование пройдет, либо это удача в плане того, что у нас получится оформить какой-то документ, у кого-то ипотеку, может быть, получить. Кстати, в банке такое тоже может проиграться на длительный срок. Что-то вы здесь делаете, что вы остаетесь более чем довольны. И это уже где-то с заходом идет на 24 год. Сам по себе декабрь, начало, это время построения где-то планов на будущее. И получение, наверное, как знаете, вот над чем-то же вы работали с учетом шестерки пентаклей. Получение бонусов или получение, как я сказала, ваших заслуг, признания экспертности. Ну, что-то доброе, хорошее, мои дорогие, уже на начало декабря определенно в вашу жизнь входит. Больше оптимизма будет. Это вы и так оптимисты, но здесь как будто вы видите плоды труда своего. И третье событие по королю кубков – это где-то личная жизнь, может быть, это ваши партнеры по браку или с кем вы проживаете. Могут проходить и вопросы финансов по этой карте, события. Почему? Потому что король кубков, если мы в целом смотрим энергетику этой карты, отчасти он в таких энергиях, как маг. Почему? Он умеет достаточно хорошо переключаться с энергии чувств на какой-то материализм, на финансовые вопросы. И если в чувствах он позволяет себе эти самые чувства, любовь, нежность, ласку, то когда касаются вопроса чего-то серьезного, он становится непроницаем, но очень проницателен. Вот вам, видимо, могут выйти на первый план вопросы ваших заработков или достижений, и второе – личная жизнь. И вам просто придется уравновешивать как-то эти энергии. И если мы говорим король кубков, он не продавливает какую-то ситуацию, он тут скорее сманеврирует, значит, где-то для вас будут эти энергии важны. Давайте мы посмотрим, чем дело кончится, чего бы тут ни касалось. Для кого-то из вас будет, правда, поездка, переезд. Это карта совершенства, успеха или совершенного успеха. Когда мы прикладывали усилия, и мы получаем соответствующий эквивалент. Когда не пропало ничего даром. Когда мы собой довольны. Для кого-то из вас может это быть получение как новой работы, новой должности, обучение. Отчасти проходит сфера IT или работа, связанная с интернет, работа с большим объемом информации или просто смена недвижимости. Может быть, вы будете куда-то переезжать. Или это будет действительно, вы будете планировать путешествие, и где-то вы его к середине месяца уже точно сможете осуществить. Или будете четко понимать, в какие даты что у вас произойдет. Чем дело как будто кончится. Успехом кончится. Что ни говори, успех будет. Чем сердце успокоится. Знаете, не могу сказать, мои дорогие овны, брать не буду. Рыцарь мечей – это не про успокоение, отнюдь нет. Мы можем столкнуться с людьми, которые сложный характер имеют. Может быть, и вам захочется. У вас позиции такие достаточно прочные. Может быть, вам захочется настоять на своем. А король кубков нам говорит, нет, здесь больше, быть серым кардиналом, нежели педалировать какую-то свою ситуацию. Могут быть и люди в вашем окружении, которые могут настаивать какой-то проект, выдавая за что-то перспективное. Тогда вы будете искать информацию, и как будто мы находим эту информацию. И вообще это больше холодной энергии, и для кого-то дела, работа, бизнес, ваши достижения, мои дорогие овны, будет означать как раз король кубков. Но тогда, значит, при решении даже каких-то сложных вопросов, связанных, может быть, со сложными людьми, или в высоких инстанциях, или когда вы прежде этим делом не занимались, что-то не согласовывали, то тогда нужно быть проницательным и непроницаемым. Правда, вот таких
логически интеллектуальных энергиях, мои дорогие. Нет здесь реванша, согласитесь. Обе карты мечевые. Это всегда интеллект, просчет какой-то, понимаете? Просчет на какую-то дистанцию, как вот логическая цепочка развития событий, как тезис-план какой-то вы будете создавать. Совет от карт по третьему событию. С чем-то определиться вначале. Правда, есть, значит, у кого-то это может проиграться как и ваши амбиции, и заработок где-то на 2024 год, у кого-то, увы, и отношения. Или двойка мечей – это всегда как развилка. Если мы говорим как совет, карта говорит, вот 2 меча есть, а тебе нужно, чтобы остался один. И я называю туз мечей выход из лабиринта. Вот вы какой-то выход из лабиринта как будто найдете, и вам после этого будет уверенно хорошо. По двойке мечей это словно мы шли в каком-то направлении и упираемся в стену. И вот от этого пункта нам либо направо, либо налево. Мы как будто какое-то дело не сможем продолжать в том же ключе, как это было прежде, или как оно начиналось, может быть. И тот самый выбор или какое-то Соломоново решение. У кого-то по личной жизни, у кого-то вопросы финансов и заработка. Вам как будто придется принимать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. Буду благодарна вашим откликам, комментариям. И будьте счастливы и любимы всегда.